Приветствую вас, дорогие друзья. Представьте себе мир, где нет ни одного клочка суши, только бесконечный океан, простирающийся до горизонта, или планету, окутанную такой жаркой парной атмосферой, что она напоминает гигантскую сауну, где вода существует только в виде раскаленного пара. Это не фантазия, а реальность экзопланет, миров, вращающихся вокруг далеких звезд за пределами нашей Солнечной системы. С момента первого подтвержденного открытия экзопланеты в 1992 году, когда астрономы обнаружили планету вокруг пульсара PSRB 1257+12, ученые каталогизировали более 5800 таких миров. Эти открытия перевернули наше представление о планетах, показав, что Вселенная полна разнообразия, которое выходит за рамки нашей Солнечной системы. Экзопланеты бывают самых разных типов. Есть газовые гиганты, подобные Юпитеру, но часто расположенные так близко к своим звездам, что их называют горячими Юпитерами. Есть ледяные гиганты, напоминающие Уран и Нептун, и каменистые планеты, которые могут быть похожи на Землю или Марс. Среди этого многообразия выделяются две категории, которые захватывают воображение: планеты-океаны, полностью покрытые водой, и планеты-сауны с их жаркими парными атмосферами. Эти миры представляют собой крайности, которые бросают вызов нашим представлениям о том, какими могут быть планеты, и заставляют задуматься, могут ли такие необычные условия поддерживать жизнь. Исторический поиск экзопланет начался с метода радиальной скорости, который фиксировал колебания звезд под воздействием гравитации планет. В 1995 году планета 51 Пегаса-Б, горячий Юпитер, стала первой обнаруженной вокруг звезды, подобной Солнцу. С тех пор технологии, такие как космический телескоп Кеплер и TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, позволили обнаружить тысячи миров, используя метод транзитов, наблюдение за затемнением света звезды, когда планета проходит перед ней. Эти методы открыли дверь к изучению планет океанов и планет саун, которые мы рассмотрим в этом видео. Ставьте палец вверх, делитесь с друзьями и напишите в комментариях, какая ваша любимая экзопланета. Почему эти миры так важны? Они не только расширяют наше понимание планетарных систем, но и поднимают фундаментальные вопросы о жизни во Вселенной. Могут ли планеты-океаны быть колыбелью для инопланетных экосистем? Что могут рассказать нам планеты-сауны о поведении атмосфер в экстремальных условиях? Давайте отправимся в путешествие по этим странным мирам, чтобы найти ответы. Планеты-океаны или водные миры – это гипотетические экзопланеты, поверхность которых полностью покрыта водой, без видимых континентов или островов. В отличие от Земли, где вода занимает около 71% поверхности, а суша составляет остальное, планеты-океаны представляют собой сплошной водный покров, который может достигать глубины в сотни или даже тысячи километров. Эти миры часто называют водными мирами или океаническими планетами, и их структура существенно отличается от земной. Теоретические модели предполагают, что планеты-океаны состоят из нескольких слоев. В центре находится каменное ядро, вероятно, из силикатов и металлов, подобное ядру Земли. Над ядром располагается мантия, которая может включать высокодавленческие формы льда, такие как лед-7, из-за огромного давления. Самый верхний слой – это глубокий океан жидкой воды, который может быть покрыт тонкой атмосферой, часто богатой водяным паром. В некоторых случаях, если планета находится за пределами зоны обитаемости, океан может быть заморожен, образуя ледяную корку, под которой сохраняется жидкая вода, как на спутниках Юпитера
Европе или Ганимеде. Ключевой характеристикой планет океанов является их высокое содержание воды, иногда до 50% от общей массы планеты, в то время как на Земле вода составляет менее 0,02% массы. Например, исследования показывают, что такие планеты могут иметь океаны глубиной до 1000 километров, что делает земные океаны с их средней глубиной около 3,5 километров, кажущимися мелкими лужами. Земля – это планета с разнообразной поверхностью: континенты, океаны, горы и равнины. Планеты и океаны, напротив, лишены этой мозаики. Их поверхность – это однородный водный ландшафт, где нет суши для формирования сложных геологических структур, таких как горные хребты или вулканы, видимые на Земле. Это поднимает вопрос, как отсутствие суши влияет на геохимические циклы, необходимые для жизни. На Земле взаимодействие между сушей и океаном обеспечивает поступление минералов и питательных веществ. На планетах-океанах такие процессы могут быть ограничены, что делает их экосистемы, если они существуют, совершенно иными. Еще одно отличие – это потенциальная плотность. Планеты-океаны часто имеют плотность ниже, чем у каменистых планет, таких как Земля – 5,5 граммов на кубический сантиметр, из-за большого количества воды, плотность около 1 грамма на кубический сантиметр. Например, планета с плотностью около 2 граммов на кубический сантиметр, как предполагается у некоторых кандидатов, указывает на значительное присутствие воды или льда. Идея планет океанов впервые появилась в начале 2000-х годов, когда астрономы начали находить экзопланеты с массами и радиусами, не соответствующими ни каменистым, ни газовым гигантам. В 2004 году статья в журнале Icarus предложила, что планеты с высоким содержанием воды могут формироваться в областях протопланетных дисков, богатых водяным льдом. Эти миры могли мигрировать ближе к звезде, сохраняя свои водные запасы, или оставаться на дальних орбитах, где вода замерзает. С тех пор концепция водных миров стала важной частью планетологии, особенно в контексте поиска обитаемых миров. Обнаружение планет-океанов – это сложная задача, поскольку мы не можем напрямую увидеть их поверхность. Вместо этого астрономы используют косвенные методы, которые позволяют делать выводы о составе и условиях на этих планетах. Вот основные подходы. Один из главных способов определения массы и радиуса планеты, чтобы вычислить ее плотность. Масса измеряется с помощью метода радиальной скорости, который фиксирует колебания звезды под воздействием гравитации планеты. Радиус определяется методом транзитов, когда планета проходит перед звездой, вызывая временное уменьшение ее яркости. Плотность, рассчитанная как масса, деленная на объем, дает ключ к составу планеты. Например, плотность ниже 3 граммов на кубический сантиметр может указывать на значительное содержание воды, в отличие от каменистых планет с плотностью около 5 граммов на кубический сантиметр или газовых гигантов с плотностью менее 1 грамма на кубический сантиметр. Транзитная спектроскопия позволяет анализировать свет звезды, проходящий через атмосферу планеты во время транзита. Различные молекулы, такие как водяной пар, поглощают свет на определенных длинах волн, оставляя отпечатки в спектре. Для планет в зоне обитаемости отсутствие определенных газов, таких как аммиак, может указывать на присутствие океана, который поглощает эти вещества. Например, исследование К2-18b
показали наличие метана и углекислого газа, но отсутствие аммиака, что некоторые ученые интерпретируют как признак водного океана под водородной атмосферой. NASA Webb discovers methane carbon dioxide. Текущие технологии не позволяют напрямую наблюдать жидкую воду на поверхности экзопланет. Плотность может быть обманчивой, низкая плотность может указывать на толстую газовую атмосферу, а не на воду. Спектроскопия также имеет ограничения, так как водяной пар в атмосфере не всегда означает наличие океана. Например, планета может быть слишком горячей, и вода существует только в виде пара, как на планетах-саунах. Хотя ни одна планета-океан не была окончательно подтверждена, несколько экзопланет считаются сильными кандидатами на основе их характеристик. ТОИ 1452b, расположенная примерно в 100 световых годах от Земли, была обнаружена с помощью телескопа TESS в 2022 году. Аббревиатура TOI означает TESS Object of Interest, объект интереса TESS, а буква B в конце обозначает, что это первая обнаруженная планета в данной системе. Эта планета примерно на 70% больше Земли по радиусу и имеет массу почти в 5 раз больше земной. Ее плотность ниже, чем у Земли, что предполагает, что до 30% ее массы может состоять из воды, значительно больше, чем менее 1% на Земле. ТОИ 1452b находится в зоне обитаемости своей звезды, что делает возможным существование жидкой воды. Ученые из Университета Монреаля называют ее одним из лучших кандидатов на планету-океан, и дальнейшие наблюдения с помощью JWST могут подтвердить ее состав. К2-18b, обнаруженная в 2015 году телескопом Кеплер, находится в 120 световых годах от Земли и имеет радиус примерно в 2,6 раза больше земного. Она вращается в зоне обитаемости своей звезды, получая примерно столько же света, сколько Земля от Солнца. Наблюдения с JWST в 2023 году выявили водяной пар, метан и углекислый газ в ее атмосфере, что привело к гипотезе, что это может быть гицейская планета, мир с водородной атмосферой и водным океаном. Однако есть споры. Некоторые исследования предполагают, что К2-18b может быть мини-Нептуном с газовой оболочкой, а не океанической планетой. Этот пример подчеркивает сложности классификации экзопланет. К другим потенциальным планетам-океанам относятся Кеплер-138c и D, которые, согласно исследованиям 2022 года, могут содержать до 50% воды по объему с океанами глубиной около 2000 километров. Однако эти планеты находятся вне зоны обитаемости, и их вода может быть в форме сверхкритической жидкости или пара. Жидкая вода – это краеугольный камень жизни, какой мы ее знаем. На Земле жизнь процветает в самых разных водных средах, от солнечных коралловых рифов до темных глубин океана, где гидротермальные источники поддерживают экосистемы, основанные на хемосинтезе. Для поддержания жизни планета-океан должна иметь ТОИ 1452b, например, находится в зоне обитаемости, и ее низкая плотность предполагает наличие жидкой воды. Если у нее есть каменное ядро, взаимодействие воды с минералами может обеспечить химические вещества для жизни. В этом мире, где нет суши, только бесконечный океан. Какие формы жизни могли бы здесь развиться? Возможно, это были бы плавающие организмы, подобные земным медузам, или существа, обитающие у дна, где давление огромно. Если планета имеет гидротермальные источники, подобные тем,
что на Земле они могли бы поддерживать хемосинтетические экосистемы. Исследования спутников, таких как Европа, показывают, что даже подледные океаны могут быть обитаемыми, если есть энергия и химия. Однако отсутствие суши может ограничивать доступ к минералам, которые на Земле поступают из выветривания горных пород. Это может привести к уникальным биохимическим путям, которые мы пока не можем себе представить. Например, жизнь могла бы использовать растворенные в воде металлы или органические соединения, синтезированные в атмосфере. Несмотря на потенциал, планеты и океаны сталкиваются с вызовами. Тем не менее, примеры из нашей Солнечной системы, такие как Европа и Энцелад, показывают, что жизнь может существовать даже в подледных океанах, что делает планеты и океаны приоритетными целями для астробиологии. Планеты-сауны – это экзопланеты, которые из-за близости к своим звездам имеют чрезвычайно высокие температуры и атмосферы, богатые водяным паром, создающие парные жаркие условия. Эти миры часто являются горячими Юпитерами или горячими Нептунами, газовыми или ледяными гигантами, расположенными на тесных орбитах. Их атмосферы напоминают гигантскую парную, где вода существует исключительно в виде пара из-за температур, достигающих сотен или тысяч градусов Цельсия. Экстремальные условия на планетах-саунах обусловлены несколькими факторами. Термин «планета-сауна» не является официальным в астрономии, но он используется для описания миров с такими условиями, как, например, HD 189733b, которую Европейское космическое агентство назвало «внеземной сауной», или ESA Extrasolar Sauna. А обозначение HD происходит от каталога Генри Дрейпера, Henry Draper каталог. В отличие от планет океанов, где вода существует в жидкой форме, на планетах-саунах вода присутствует только в виде пара. Эти планеты обычно не имеют твердой поверхности, а их атмосфера плавно переходит в газовую оболочку. Если планеты и океаны могут быть потенциально обитаемыми, планеты-сауны из-за своих экстремальных условий считаются непригодными для жизни. Рассмотрим два примера планет-саун, которые иллюстрируют их уникальные характеристики. HD 189733b, расположенная в 63 световых годах от Земли в созвездии Лисички. Это горячий Юпитер, обнаруженный в 2005 году. Эта планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии всего 0,03 астрономической единицы, совершая полный оборот за 2,2 дня. Ее атмосферная температура превышает 700 градусов Цельсия, что делает невозможным существование жидкой воды. Наблюдения с телескопов Хаббл и Спитцер подтвердили наличие водяного пара, а также метана и угарного газа в атмосфере. Интересно, что планета имеет голубой цвет, вероятно, из-за рассеяния света силикатными частицами в атмосфере, что делает ее визуально уникальной. HAT-P11b – это горячий Нептун, расположенный в 120 световых годах от Земли в созвездии Лебедя. Эта планета, размером примерно с Нептун, имеет орбитальный период около 5 дней и слишком высокую температуру для жидкой воды. Однако в ее атмосфере обнаружен водяной пар, что делает ее еще одним примером планеты-сауны. Ее атмосфера прозрачна, без облаков, что облегчает спектроскопические наблюдения. Условия на планетах-саунах далеки от тех, что мы могли бы считать пригодными для жизни. Рассмотрим ключевые аспекты.
Температуры на планетах-саунах, таких как HD 189733b, могут достигать 700, 1000 градусов Цельсия на дневной стороне. Атмосферы планет Саун чрезвычайно динамичны. На HD 189733b ветры достигают скоростей до 8700 км в час, перенося тепло с дневной стороны на ночную. Это создает экстремальные погодные явления, такие как дожди из расплавленных силикатов или металлические бури. Спектроскопия показывает, что водяной пар играет ключевую роль в поглощении и перераспределении тепла. Высокие температуры и отсутствие твердой поверхности делают планеты Сауны, непригодными для жизни, какой мы ее знаем. Химические реакции в таких условиях разрушают сложные органические молекулы, необходимые для биологии. Например, на HD 189733b метан и вода должны реагировать при таких температурах, образуя угарный газ, но присутствие метана остается загадкой, требующей дальнейших исследований. Несмотря на их непригодность для жизни, планеты Сауны представляют собой естественные лаборатории для изучения атмосферной химии и динамики. Они помогают ученым понять, как ведут себя молекулы, такие как водяной пар, при экстремальных температурах и давлениях. Эти знания применимы к моделированию формирования планет и эволюции их атмосфер, а также к изучению других типов экзопланет. Планеты-океаны и планеты Сауны представляют собой две крайности в спектре экзопланетного разнообразия. Планеты-океаны, такие как ТОИ-1452b и К2-18b, манят возможностью существования жидкой воды и, возможно, жизни, хотя их точный состав остается предметом споров. Планеты Сауны, такие как HD 189733b, поражают своими экстремальными условиями, предлагая уникальные возможности для изучения атмосферных процессов. Оба типа миров подчеркивают, насколько разнообразной и удивительной может быть Вселенная. По мере совершенствования технологий, таких как телескоп Джеймс Уэбб и будущий Habitable Worlds Observatory, мы сможем глубже заглянуть в эти далекие миры. Возможно, однажды мы найдем планету-океан, где плещутся инопланетные формы жизни, или раскроем тайны химии планет Саун, которые изменят наше понимание космоса. Пока же эти миры остаются загадкой, вдохновляющей нас мечтать и исследовать. Представьте себе планету, где гравитация чуть сильнее земной, а небо окрашено в непривычные оттенки плотной атмосферы. Возможно, это суперземля, каменистый мир, где под ногами твердая кора, а над головой плывут облака из водяного пара. Или же вы стоите на мини-Нептуне, где нет твердой поверхности, только бесконечные слои газа, окутывающие ядро из камня или льда. Эти экзопланеты, несуществующие в нашей Солнечной системе, заполняют пробел между маленькими каменистыми мирами и гигантами вроде Нептуна. Их изучение открывает новые горизонты в понимании формирования планет и возможности жизни за пределами Земли. Суперземли и мини-Нептуны – это два типа экзопланет, которые астрономы активно исследуют последние десятилетия. Суперземли имеют массу от 1 до 10 масс Земли, часто с радиусом от 1,25 до 2 радиусов Земли. Однако термин «суперземля» вводит в заблуждение. Эти планеты не обязательно похожи на нашу. Они могут быть каменистыми, с тонкой атмосферой или даже покрытыми океанами. Мини-Нептуны, в свою очередь,
имеют радиус от 1,7 до 3,9 радиусов Земли и обладают толстыми водородно-гелиевыми атмосферами. Их масса обычно не превышает 20 масс Земли, а плотность часто ниже 4 грамм на кубический сантиметр, что указывает на газовую оболочку вокруг каменного или ледяного ядра. Однако классификация этих планет по массе и радиусу – сложная задача. Планеты с одинаковыми параметрами могут иметь разный состав. Одна – каменистая суперземля, другая – мини-Нептун с газовой атмосферой. Плотность, рассчитанная как масса, деленная на объем, дает подсказки, но не всегда однозначно. Например, LHS 1140b с плотностью около 7,5 грамм на кубический сантиметр считается каменистой, тогда как GJ 1214b с плотностью около 3 грамм на кубический сантиметр мини-Нептун. Методы обнаружения транзита и колебания звезд. Обнаружение суперземель и мини-Нептунов стало возможным благодаря двум основным методам: транзитному и радиальной скорости. Транзитный метод заключается в наблюдении за уменьшением яркости звезды, когда планета проходит перед ней. Глубина затемнения указывает на радиус планеты, а частота – на орбитальный период. Этот метод, использованный телескопами Кеплер и ТЕСС, позволил обнаружить тысячи экзопланет, включая суперземли, такие как Кеплер-452b, и мини-Нептуны, такие как К2-18b. Метод радиальной скорости измеряет колебания звезды под воздействием гравитации планеты, что позволяет определить массу планеты. Этот метод особенно полезен для подтверждения транзитных кандидатов и был ключевым в открытии таких планет, как LHS 1140b. Однако эти методы имеют ограничения. Например, транзитный метод эффективен только если орбита планеты расположена так, чтобы она проходила перед звездой с точки зрения наблюдателя. Кроме того, плотность планеты, рассчитанная по массе и радиусу, не всегда однозначно указывает на ее состав. Планета с радиусом 2-3 радиуса Земли может быть каменистой суперземлей с тонкой атмосферой или мини-Нептуном с толстой водородно-гелиевой оболочкой. Промежуток радиусов – загадка Фултонова промежутка. Одно из самых интригующих открытий в экзопланетологии – промежуток радиусов или Фултонов промежуток в распределении размеров экзопланет между 1,5 и 2 радиусами Земли. Этот промежуток, впервые замеченный в данных Кеплера в 2011 году, указывает на бимодальность планеты, либо меньше 1,5 радиуса Земли, то есть суперземли, либо больше 2 радиусов, то есть мини-Нептуны. Основная теория, объясняющая этот феномен – фотоиспарение, когда высокоэнергетическое излучение звезды срывает атмосферы с планет, особенно тех, что находятся близко к звезде. Это превращает мини-Нептуны в каменистые суперземли. Другие гипотезы включают массовые потери из-за ядра, когда внутреннее тепло планеты выталкивает газ из атмосферы, а также различия в формировании, когда планеты образуются с разным количеством газа. Эти теории подтверждаются наблюдениями, показывающими, что промежуток радиусов зависит от типа звезды и расстояния до нее. Например, планеты вокруг более горячих звезд чаще попадают в категорию суперземель, так как их атмосферы быстрее испаряются. Суперземли – каменистые миры с потенциалом обитаемости. Некоторые суперземли находятся в зоне обитаемости, области вокруг звезды, где возможна жидкая вода. Одна из таких планет – Кеплер-452b, обнаруженная в 2015 году телескопом Кеплер. С радиусом 1,6 радиуса Земли и массой около 5 масс Земли она может быть каменистой.
Ее орбитальный период составляет 385 дней, а расстояние от звезды 1,04 астрономических единицы, почти как у Земли. Однако звезда Кеплер-452 на 1,5 миллиарда лет старше Солнца, что может привести к усилению парникового эффекта на планете. Еще одна перспективная суперземля, LHS 1140b, открытая в 2017 году. С радиусом 1,7 радиуса Земли и массой 5,6 масс Земли, она имеет плотность, указывающую на возможное присутствие воды, примерно 10-20% массы. Наблюдения с телескопа Джеймс Уэбб в 2024 году показали, что планета может иметь азотно-водную атмосферу, что делает ее одним из лучших кандидатов на обитаемый водный мир. Однако потенциал обитаемости суперземель зависит от множества факторов. Высокая масса может создавать плотную атмосферу, которая делает планету непригодной для жизни, как мы ее знаем. Кроме того, многие суперземли находятся вокруг красных карликов, звезд, известных своей активностью. Вспышки и корональные выбросы массы могут разрушать атмосферы и подвергать поверхность опасной радиации. Мини-Нептуны – газовые миры с тайнами атмосфер. Мини-Нептуны, несмотря на их газовую природу, также привлекают внимание благодаря своим атмосферам, которые могут содержать следы воды и других молекул. Одна из наиболее изученных планет – К2-18b, обнаруженная в 2015 году. С радиусом 2,6 радиуса Земли и массой около 8 масс Земли. Она находится в зоне обитаемости красного карлика в 124 световых годах от Земли. Наблюдения с телескопа Хаббл в 2019 году выявили водяной пар, а в 2023 году Джеймс Уэбб подтвердил наличие метана и углекислого газа с возможными следами диметилсульфида, который на Земле связан с жизнью. Однако эти данные вызвали споры. Некоторые ученые считают, что К2-18b – газовый мини-Нептун, а не океанический мир. Плотность планеты указывает на толстую водородно-гелиевую атмосферу, которая может препятствовать существованию жидкой воды на поверхности. Тем не менее, возможность подповерхностных океанов или уникальных химических реакций в атмосфере остается открытой. Еще один пример – GJ-1214b, открытая в 2009 году. С радиусом 2,7 радиуса Земли и массой около 8 масс Земли, эта планета имеет плотную атмосферу, возможно, металлическую, с высоким содержанием водяного пара и метана. Наблюдения с JVST показали, что ее атмосфера может состоять из экзотических соединений, таких как сероводород или аммиак, что делает ее ключевым объектом для понимания состава мини-Нептунов. Будущее исследований телескоп Джеймс Уэбб и миссия Ариэл. По мере совершенствования технологий, таких как телескоп Джеймс Уэбб и будущая миссия Ариэл, мы будем глубже заглядывать в эти миры. Джеймс Уэбб уже предоставил данные о составе атмосфер К2-18b и GJ-1214b, а Ариэл, запланированная к запуску в конце 20-х годов, позволит изучать атмосферы сотен экзопланет с высокой точностью. Эти исследования помогут ответить на ключевые вопросы. Могут ли суперземли поддерживать жизнь? Как формируются мини-Нептуны? Почему наша Солнечная система не имеет таких планет? Возможно, однажды мы найдем суперземлю с океанами, полными жизни, или раскроем химические тайны мини-Нептунов, которые изменят наше понимание космоса. Пока же эти планеты остаются окном в удивительное разнообразие Вселенной. Примеры из жизни, как мы воспринимаем невидимые миры. Представьте, как астроном в обсерватории анализирует данные с телескопа Кеплер. На экране появляется график, показывающий периодическое затемнение звезды. Это сигнал транзита планеты.
Ученый знает, что это может быть суперземля или мини-Нептун. Но чтобы понять, какая именно, нужно провести дополнительные измерения массы с помощью спектрографа. Процесс похож на сбор пазла. Каждое наблюдение добавляет новый кусочек, но полная картина складывается медленно. Иногда данные противоречат друг другу. Например, планета с радиусом 1,8 радиуса Земли может быть каменистой суперземлей или мини-Нептуном с тонкой атмосферой. Только спектроскопия может раскрыть истину, показав наличие водяного пара или метана в атмосфере. Может, это звучит как фантастика, но именно так ученые раскрывают тайны далеких миров. Каждое открытие приближает нас к пониманию того, насколько разнообразна наша Вселенная и есть ли жизнь за пределами Земли. Сомнения и открытия – путь к истине. Иногда казалось, что мы уже близки к ответу, но новые данные ставят под сомнение прежние теории. Например, наблюдения К2-18b показали наличие водяного пара, что вызвало волну оптимизма. Однако споры о составе планеты продолжаются. Является ли она океаническим миром или газовым гигантом? Такие сомнения – неизбежная часть науки. Они заставляют ученых задавать новые вопросы и искать более точные методы. Возможно, в будущем мы сможем изучать экзопланеты напрямую, отправляя зонды или используя интерферометрию для получения изображений. Но пока нам остается полагаться на данные телескопов и моделирование, чтобы понять эти далекие миры. Личный опыт, каково это – стоять на другой планете. Представьте, что вы стоите на поверхности LHS 1140b. Гравитация здесь чуть сильнее земной. Вы чувствуете себя немного тяжелее. Небо окрашено в темно-красные оттенки, так как звезда – красный карлик, излучающий меньше света, чем Солнце. Воздух, если он есть, может быть насыщен водяным паром, создавая плотные облака, которые отражают свет звезды. Или вообразите, что вы парите в атмосфере К2-18b. Нет твердой поверхности, только бесконечные слои газа, где давление и температура резко возрастают с глубиной. Здесь могут существовать экзотические химические реакции, которые мы еще не понимаем. Эти образы не просто фантазия, а попытка представить, как могут выглядеть миры, о которых мы узнаем из данных телескопов. Они напоминают нам, что за каждым числом и графиком скрывается реальная планета, уникальная и загадочная. Заключение «Новые горизонты» в изучении экзопланет. Суперземли и мини-Нептуны – это загадочные миры, которые бросают вызов нашим представлениям о планетах. Суперземли, такие как Кеплер-452b и ЛКС 1140b, манят возможностью обитаемости, в то время как мини-Нептуны, такие как К2-18b и GJ-1214b, раскрывают тайны газовых атмосфер. Промежуток радиусов подчеркивает динамическую природу этих планет, где эволюция может превращать газовые миры в каменистые. По мере совершенствования технологий мы будем глубже заглядывать в эти миры. Возможно, однажды мы найдем суперземлю с океанами, полными жизни, или раскроем химические тайны мини-Нептунов, которые изменят наше понимание космоса. Пока же эти планеты остаются окном в удивительное разнообразие Вселенной. Представьте, что вы стоите посреди бескрайнего космоса, где нет ни солнца, ни тепла, только звезды мерцают вдалеке, как крошечные фонарики. Или перенеситесь на планету, где два солнца рисуют на небе двойные закаты, а тени танцуют в ритме их движения. Это не фантастика, а реальность миров, которые астрономы находят в глубинах галактики. Планеты-изгои, одинокие странники, блуждающие без звезды.
планеты в двойных системах, где две звезды задают сложный ритм их орбит. И даже такие чудаки, как LTT-9779b, раскаленный Нептун, где адская жара уживается с ледяными облаками. Эти миры как загадки, которые Вселенная подбрасывает нам, чтобы мы задумались, как далеко простираются границы возможного. Погрузимся в это приключение, и, может быть, вы почувствуете, как огромная Вселенная становится чуть ближе. Начнем с планет изгоев. Это миры, которые не привязаны к звездам. Они дрейфуют в космической бездне, как корабли без пристани. Можете представить планету, где нет ни дня, ни ночи, только вечная тьма и холод. Астрономы считают, что таких миров в нашей галактике триллионы. Да, триллионы, больше, чем звезд, Льше. Они могут быть огромными, как Юпитер, или маленькими, как Земля. Но без звездного света они почти невидимы, как призраки. Как же они появляются? Есть две идеи. Первая. Эти планеты рождаются в обычных системах, вокруг звезд, но что-то идет не так. В молодых системах, где планеты еще ищут свои орбиты, одна из них может получить гравитационный пинок. Большая планета, вроде Юпитера, проходит слишком близко, и меньшая, вроде Земли, вылетает в космос, как камень из рогатки. Это как семейная ссора, где младшего брата выгоняют из дома, и он отправляется бродить в одиночестве. Вторая идея. Планеты-изгои рождаются совсем иначе, без звезды. В огромных облаках газа и пыли, где формируются звезды, иногда сжимается кусочек материи, слишком маленький для звезды, но достаточно большой для планеты. Такие миры называют субкоричневыми карликами. Они как звезды-неудачники, которые так и не зажглись. В 2021 году астрономы нашли группу из 700-170 таких планет в звездном скоплении между Верхним Скорпионом и Офиухом. Они молодые, всего 3-10 миллионов лет, и их массы от 4 до 13 Юпитеров. Некоторые, возможно, выброшены, другие родились в одиночестве. А в 2023 году телескоп Джеймса Уэбба заметил 540 кандидатов в трапециевой туманности. Это как найти целую толпу бродяг в космическом городе. Но как их вообще находят? Это же не фонарики в небе. Без света они почти невидимы. Главный способ – гравитационное микролинзирование. Звучит сложно, но представьте, что планета-изгой проходит между нами и далекой звездой. Ее гравитация действует как линза, искривляя свет звезды и делая ее ярче на короткое время. Это как если бы вы направили луч фонарика через стеклянную бутылку. Свет исказится. В 2020 году так нашли Огл-2 016BLG1928, планету размером с Землю. Проблема в том, что это разовое событие. Планета проходит, и все, больше ее не увидишь. Другой способ – прямое изображение. Но оно работает только для молодых планет, которые еще горячи после рождения и светятся в инфракрасном свете. Телескопы вроде Subaru или Gran Telescopio Canarias ловят это тепло, но старые планеты холодные, и их почти невозможно разглядеть. Скоро, в 2027 году, телескоп Нэнси Грейс Роман начнет охоту за такими мирами. Ученые надеются найти сотни планет-изгоев, даже тех, что размером с Землю. А теперь самый волнующий вопрос. Может ли на таких планетах быть жизнь? Без Солнца это звучит как фантастика. На Земле жизнь зависит от света. Растения фотосинтезируют, животные едят растения. Но есть места, где Солнца нет, а жизнь есть.
Например, на дне океана у гидротермальных источников бактерии питаются химической энергией. Что, если у планеты-изгоя есть подповерхностный океан, нагреваемый теплом от радиоактивного распада в ядре? Или от приливов, если у планеты есть спутник, как у Европы, луны Юпитера? Европа ведь прячет океан подо льдом, и ученые думают, что там могут быть микробы. Некоторые исследования говорят, что планеты-изгои с плотными водородными атмосферами могут удерживать тепло, как одеяло, и поддерживать жидкую воду. Представьте планету, где давление в 100 раз выше земного, а под ледяной коркой плещется темный океан. Может, там плавают крошечные существа, которых мы никогда не увидим, но, честно, шансы невелики. Энергии мало, и сложные формы жизни, вроде рыб или нас с вами, вряд ли там появятся. И все же мысль, что жизнь может прятаться в таких суровых мирах, не дает покоя. Теперь давайте перенесемся к планетам, которые живут совсем иначе, в двойных звездных системах. Это как жить в доме с двумя родителями, которые кружатся в танце, а ты должен двигаться так, чтобы не сбиться с ритма. В таких системах две звезды вращаются вокруг общего центра, а планеты находят место в этом сложном танце. Есть два типа орбит. Первый – S-тип, когда планета вращается вокруг одной звезды, а вторая так далеко, что почти не мешает. Это как если бы вы катались на велосипеде вокруг одного фонаря, а другой стоит где-то в стороне. Второй тип – P-тип или циркумбинарный, когда планета кружит вокруг обеих звезд, как вокруг центра карусели. S-тип встречается чаще, потому что звезды в бинарных системах часто разделены большими расстояниями. Но циркумбинарные орбиты – это что-то особенное. Они напоминают Татуин из «Звездных войн», где Люк Скайуокер смотрел на двойной закат. Чтобы планета оставалась на орбите, нужна идеальная гармония. Для S-типа она должна быть близко к своей звезде, не дальше третьего расстояния до второй звезды. Иначе вторая звезда начнет тянуть, и планета либо улетит, либо врежется. Для P-типа планета должна быть далеко, в 2-3 раза дальше, чем расстояние между звездами. Это как танцевать вальс. Если вы слишком близко или слишком далеко, то споткнетесь. Ученые проверяют эти правила с помощью компьютерных симуляций, и они работают. Возьмем Кеплер-16b, газовый гигант, открытый в 2011 году телескопом Кеплера. Он находится в 245 световых годах от нас и кружит вокруг двух звезд, как по циркумбинарной орбите, за 229 дней. Это был первый подтвержденный мир такого типа, и он доказал, что планеты могут жить в таком сложном танце. Или 55 Канкри-Б, горячий Юпитер, который вращается вокруг одной звезды в системе, где вторая звезда в 1000 астрономических единиц. Это S-тип, и орбита стабильна, потому что компаньон слишком далеко, чтобы мешать. Еще есть Кеплер-47, система в 3340 световых годах, где сразу 3 планеты кружат вокруг двух звезд. Одна из них – Кеплер-47c, даже в зоне обитаемости, где вода могла бы быть жидкой. Но как планеты вообще появляются в таких системах? Формирование планет – это как лепить снежок в метель. Вокруг одиночной звезды пыль и газ собираются в диск, из которого растут планеты. Но в двойной системе вторая звезда может разорвать этот диск, как ветер, разметающий листья. Или, наоборот, перемешать его, ускоряя рост планет. Телескоп Алма поймал такую картину в системе HD 14-257, где диск вокруг одной звезды искажен второй. Это подсказывает, что планеты в бинарных системах могут рождаться, несмотря на хаос. А что с жизнью? Зона обитаемости в двойных системах – это как уютный уголок в доме с двумя печами. В S-тип системах она похожа на обычную, если вторая звезда далеко.
В 5 системах зона окружает обе звезды, но свет от них меняется, создавая странный климат. Представьте, что на вашей планете день то жаркий, то прохладный, в зависимости от того, какая звезда выше. Кеплер-47c, например, могла бы иметь воду, но ее газовая природа делает жизнь маловероятной. Теперь давайте заглянем к настоящему космическому чуду LTT-9779b. Эта планета как рок-звезда среди экзопланет. Ее называют раскаленным Нептуном, и она ломает все правила. Размером с Нептун, но в 29 раз тяжелее Земли, она мчится вокруг своей звезды за 19 часов. Да, всего 19 часов на 1 год. Ее дневная сторона пылает при 2000 градусов Цельсия. Это горячее, чем некоторые звезды. Казалось бы, атмосфера такой планеты должна испариться, как вода на раскаленной сковороде. Но вот сюрприз, у LTT-9779b есть атмосфера. И в ней нашли водяной пар и облака. Как это возможно? Планета застряла в приливном захвате, одна сторона вечно смотрит на звезду и жарится, а другая — в ледяной тьме. Между ними бушуют ветры быстрее звука, гонящие горячий воздух на восток, а холодный — к ночной стороне. На границе дня и ночи, где жар спадает, рождаются облака. Но это не обычные облака, а, возможно, металлические, из силикатов или титана. Они блестят, как зеркала, отражая свет звезды. Телескоп Джеймса Уэбба поймал этот блеск и нашел следы водяного пара, несмотря на адский зной. Эти облака как щит, защищающий атмосферу от испарения. Без них LTT-9779b давно стала бы голой скалой. Она показывает, как планеты выживают в экстремальных условиях и намекает, почему некоторые становятся горячими Юпитерами, а другие – призрачными Нептунами. Эта планета – ключ к загадкам формирования миров, где металл витает в воздухе, а облака спасают жизнь. Вернемся к планетам-изгоям и двойным системам. Они разные, но обе заставляют нас задуматься, где границы возможного. Планеты-изгои, может, и не дом для жизни, но их триллионы подсказывают, что Вселенная полна неожиданностей. А двойные системы с их танцем двух звезд показывают, что даже в хаосе может быть гармония. LTT-9779b добавляет красок мир, где лед и пламя сосуществуют, напоминает нам, что космос не любит простых ответов. Когда я думаю об этих мирах, мне вспоминается, как в детстве я разобрал и собрал свой первый компьютер. Каждая деталь должна быть на своем месте, иначе ничего не выйдет. Планеты – такие же детали в машине Вселенной, и их орбиты, их жизни – это чудо баланса. Может, где-то там в темноте или под светом двух солнц есть существа, которые смотрят на звезды и задаются теми же вопросами, что и мы. А пока мы здесь, на Земле, продолжаем искать, строить телескопы и мечтать. Потому что каждый новый мир – это история, которая делает нас чуть ближе к пониманию космоса. Интересно ли вам было исследовать экзопланеты вместе с нами? Делитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, ведь впереди новые миры и открытия. Спасибо за просмотр и до новых встреч!